There we are. Hey. Okay. I look so tired. I'm just going to shut that down. Hello, can you hear me? Здравствуйте, слышите ли вы меня? We can't hear you. You can't hear me. Is your audio sign clicked? And then I'm gone. And then I'm back. Вот я вернулась к вам. Good morning from the UK. Доброе утро из Королевства Британии. We're going to start today's webinar. Мы сегодня начнем наш вебинар. And because we didn't receive any case studies, так как мы не получили предварительно никаких конкретных примеров, we thought that we would look at naming HIV to a child. И тогда мы подумали, что мы можем поговорить о том, как рассказать ребенку о ВИЧ. And then working with a family to support that, so thinking about parental resistance. И тогда поговорить о семье, как именно помогать в этом процессе и как вот решать вопрос, когда родители они достаточно не хотят открываться, не хотят открыто об этом, может быть, так сильно говорить, открывать свою семью. So the aim of this webinar is to kind of think about a child rights approach to talking to a child about their health. И цель этого вебинара сегодня поговорить о том, как смотреть на именно права ребенка, когда мы говорим о его правах и его здоровье. To consider some of the challenges and some of the barriers. Поговорить о проблемах и барьерах. What we've learned or what we can learn from other health conditions. Что мы узнали и чему можем научиться из анализа других заболеваний. Current guidance. И текущее руководство. And how we put all this into practice, how this works in reality. И тогда как мы вот это все применить на практике, как реально это работает. So I'm going to talk about that, and then Amanda's going to talk through a case study. И я поговорю с вами об этом, а Аманда попозже расскажет вам о конкретном примере. So most of you, if not all of you, have been on our training courses in the past and know we always talk about the UN Convention of the Rights of a Child. И вы знаете, уже многие из вас, кто уже был у нас на курсах ранее, и также кто-то, может быть, присоединился, вы знаете, что мы всегда говорим о Конвенции ООН о правах ребенка. And I just wanted to just pull out Article 12. И хотела вот именно сейчас подчеркнуть статью 12. Which is the right to express your views and be heard. Это право выражать свое мнение и быть услышанным, право ребенка. And why this is important when we're thinking about naming HIV to a child. И почему это так важно, когда мы говорим о том, как говорить, открывать ребенка о ВИЧ? Is because it's impossible to express views about your health if you don't know what your health condition is. Потому что невозможно рассказать, сформировать какое-то мнение, отношение к заболеванию, если ты не знаешь, что у тебя за заболевание. So what we're doing by not telling a child that they have HIV is we're not allowing them to have this right. Это значит, что мы делаем, это значит, если мы не даем возможности ребенку узнать о том, что у него ВИЧ, мы ему не даем возможность пользоваться своим правом. So let's think about the process of naming HIV and where it's come from. Ну и начнем мы поговорим о том, как это начиналось и откуда, как появилось вот именно понятие, что и как открыть ребенку ВИЧ. I mean, are there any medical reasons for having this process rather than just talking openly? Есть ли какие-то, возможно, медицинские причины этому процессу и что, допустим, мешает нам говорить об этом открыто? Is HIV different from any other health condition? Может быть, ВИЧ, он отличается от других заболеваний? Is this in the best interest of the child? Возможно, это
это является в интересах ребенка. Or is this more about the historical context of HIV? А может быть, это больше связано с историческим понятием ВИЧ. And how society has responded to that. И как общественность, как наше общество именно реагирует на это. And at the bottom of this slide, there's pictures which you probably can't see. На самом внизу этого слайда вот там есть фотографии, картинки, которые вы, наверное, не можете видеть. But there are a whole set of different newspapers. Там газеты. From the UK. Различные из Великобритании. That were vilifying HIV. Которые именно старались замаскировать ВИЧ. And saying that HIV was something that that people that got it were bad people. Таким образом, они, эти газеты подчеркивали, что ВИЧ, люди, у которых есть ВИЧ, они, допустим, плохие люди. And it was often referred to as the modern day plague. И это как говорится об этом, что это именно на сегодняшний день это как определенная установка сознания. So the process of naming HIV to a child comes from practice developed in the 1980s. И вот этот процесс ознакомления ребенка с ВИЧ, он является результатом различных практик, которые были развиты в 1980-х годах. Initially, children just weren't told because they were expected to die. Изначально детям это не говорился их диагноз, потому что ожидалось, что они умрут. So at that point, it was felt it was better to just allow the child to die without scaring them with the words HIV. И было тогда разрешено, что ребенок не узнает в процессе своей жизни, что у него ВИЧ, и, соответственно, в процессе результате он умирает. But then, as it was realised that some children were living, it was acknowledged that they needed some kind of information. Но когда пришло понимание, что все-таки дети живут дальше, выживают, тогда пришлось изменить отношение к этому вопросу. And that this information will be given over a long period of time with psychological support. И эта информация, она уже к ней подходили так, что ее нужно открывать, подавать, но также оказывать психологическую поддержку параллельно. Because essentially, children were still being prepared to, they were being told that they would die in the future. Потому что все равно все сходилось к тому, что ребенка готовили, что придет будущее, и вот он умрет. So this process went over a good few years. И этот процесс, он длился достаточно долгое количество времени, лет. And this process is, we're now in 2019. И на сегодняшний день мы уже в 2019 году. And often this process is still being followed. И очень часто этот процесс, он как в прошлом, так и сейчас ему следует. So what are the challenges and the barriers to naming HIV to a child? И таким образом, какие все-таки есть проблемы и барьеры для ознакомления ребенка с ВИЧ? Part of it could be the history. I've often been told by doctors, this is what we've always done. This is our procedure. И первое, можно сказать, это история. Как принято было делать. Сейчас доктора, они говорят, вот мы всегда так делали, это так вот правильно, так принято. People will talk about the social stigma and the discrimination that children will face if they know their HIV diagnosis. Также люди обосновывают подход свой тем, что есть все-таки социальная стигма определенная, и ребенок, если он будет знать, соответственно, он будет чувствовать дискриминацию. And that they want to protect them from that. И, соответственно, они хотели ребенка охранить от этих переживаний. I've heard many people say, particularly of younger children, that they won't understand. Тоже очень часто я слышала, люди говорили то, что, особенно если касается детей в младшем возрасте, что нет, они этого не смогут понять. And then we have the topic which the webinar is mainly about, which is parental resistance. Parents saying, I don't want my child to know.
И такой вот у нас отдельно выделенная как причина – это сопротивление родителей. Некоторые родители говорили: нет, я не хочу, чтобы мой ребенок знал об этом. What can we learn from other health conditions? А что теперь мы можем, чему мы можем научиться, анализируя другие заболевания? So this is a screenshot from a UK-based website on teenage cancer, childhood cancer. Вот на экране сейчас у вас картинка, это когда рассказывается ребенку о раке в Великобритании. And I appreciate that you can't read the copy, but if you look at the blue boxes at the bottom, you can read ages. Может, копию саму сложно прочитать, а вот если вы посмотрите на зеленую часть, там 4 отдельные линии, и вот там написаны года. So this particular part of the website is telling your child about cancer, age-appropriate advice. И вот этот интернет-ресурс этот именно конкретно рассказывает о, соответственно, какой подход должен быть принят, когда ребенку говорится о раке, и чтобы этот подход соответствовал его возрасту. And this advice starts, as you can see in the blue boxes, 0 to 2. И начинается, вы как видите, в этих голубая такая подчеркнутая линия в ней от 0, то есть от рождения до 2 лет. 3 to 5. Потом от 3 до 5 лет. 6 to 12. 6 до 12 лет. And 13 to 18. И потом 13 до 18 лет. And maybe 20 years ago, 20, 30 years ago, children that had childhood cancer or had a family member with childhood cancer would not have been told. И возможно, что такое имело место, что 20-30 лет тому назад, например, в семье, если ребенок страдал раком, либо кто-то из близких, соответственно, им не сообщалось об этом. But the change in practice was due to the fact that by not telling a child, that child had a lot of fear. Но практическая ситуация, результат вот этого подхода, он все-таки был в том, что если не говорилось ребенку об этом, ребенок испытывал достаточно большой страх. And that there's nothing scarier than not knowing what's happening. И нет ничего более страшнее того, если человек не знает, что же происходит. If you're in hospital and you're hooked up to lots of machines and you're being given medicine which makes you feel ill, but you don't know what any of this is about, that's a very fearful place to be. И, например, представьте себе, вот человек находится в госпитале, присоединенный к различным аппаратам, получающий какие-то процедуры, какие-то медикаменты, и все вокруг происходит, и человек не знает, что же происходит. Вот в таком положении очень страшно. And so practice changed to start communicating with children and building their resilience. И поэтому практически подход начал меняться, чтобы и коммуникация увеличилась с детьми, и чтобы сопротивление это ослабло такое у них. And through that process, children of a very young age are now talked to about cancer. И вот благодаря этому процессу на сегодняшний день дети достаточно в молодом возрасте, с ними уже говорится о раке. And we know that HIV is different from cancer. Но мы, конечно, знаем, что ВИЧ отличается от рака. I mean, for a start, it's a long-term manageable health condition. Если начнем с того, что это долговременное и требующее лечения, мониторинга болезнь. But also we have the social stigma and the discrimination that people with HIV may face. Но тут же мы имеем социальную стигму и возможную дискриминацию, которую возможно, люди с диагнозом ВИЧ могут переживать. But in the 1950s in the UK, но в 1950 году в Соединенном Королевстве adults with cancer weren't told they had cancer. Даже взрослым людям, у которых с установленным диагнозом рака, им не говорили, что у них рак. And the public knowledge and understanding of cancer was really limited. И на тот момент общественное знание общественности и понимание рака как заболевания, оно было очень ограничено. And some people believed that if you shared a chair with someone that had cancer, you could catch it.
Даже были люди, которые верили в то, что если, например, посидеть на кресле, на стуле, если человек с раком сидел на нем до тебя, ты можешь заразиться. And so the point I'm trying to make here is that things change. Что я хочу именно подчеркнуть, что все меняется. And they change because people learn and understand more. И меняется благодаря тому, что люди узнают больше и понимают больше. And often child health is the last to change. И часто child health is the last to change. И всегда часто очень подход к ребенка, вот этот подход, он как бы последний, он позже всего меняется. So all of you will be aware of the World Health Organization's guidance on telling a child about their HIV. Все вы знаете о организации, Всемирной организации здравоохранения, и именно о 12-м ее параграфе о том, что руководство по консультированию по вопросам раскрытия ВИЧ для детей. And this came about because people weren't telling children, and children were getting to the age of 16, 17, 18, and then being told that they were born with HIV. И это менялось, именно вот эта новая практика, документ появился потому, что все проходило часто так, что ребенок, он, например, рождался с ВИЧ, а получал на эту информацию, узнавал 16, 17 или даже 18 лет. And then what we were seeing globally was that these children, now as adolescents or young adults, и что мы видели вокруг в мире, что эти дети, находясь уже в подростковом возрасте или уже старше, were suffering depression, poor mental health. У них развивались депрессия, у них развивались другие психологические проблемы. People weren't taking their medicine. Они не принимали медикаменты. It was affecting the entire family because you're holding these secrets for years and years and years. А также это, конечно, влияет на всю семью, потому что эти секреты, которые держатся в тайне годами. And it's impacting on the child becoming an adult. И позже это влияет на ребенка, который же переходит во взрослую жизнь. Their academic life. Их академическая жизнь. Self-management of their health. И, соответственно, возможностью уже способностями самой себе позаботиться. And so the WHO guidance. И таким образом это руководство Всемирной системы здравоохранения suggests by the age of 12, but ideally between the ages of 6 and 9. И оно предлагает, значит, 12 лет, и идеально от 6 до 9 лет. And you all will know about the Swedish approach because we talk about it all the time on our training. Конечно, вы все знаете о шведском подходе, потому что мы говорим очень часто об этом с вами на наших курсах. And this is 10 years old now. They've been doing this in Sweden for 10 years. И на сегодняшний день этой практике уже 10 лет, они это уже 10 лет делают в Швеции. And this is talking openly to a patient for a child at the point in which they start at the clinic, whatever age that is. И это связано с тем, что они говорят открыто с ребенком, и это не зависит от возраста, то есть когда начинается клиническое лечение того момента. And what this is doing is just taking away the fear, taking away the anxiety, taking away the stigma. И чем это помогает? Это просто помогает избавиться от страхов, от беспокойств и от вот этой вот стигмы определенного такого предрасположения. But I also want to share with you what I now call the Aliyah approach. Но я хотела вам тоже показать новый подход, который я называю Алия подход. And Aliyah is probably one of the most inspirational mothers I've ever met. И я бы ее назвала наиболее вдохновляющей матерью, которую я когда-либо встречала в жизни. And her son Bozan. И ее сын Баузан. He hospital transmission of HIV as an infant. Он, когда младенцем был, именно в госпитале узнал о ВИЧ.
in Kazakhstan. В Казахстане. And she's always been open with him. И она всегда открыто о нем, с ним говорила. There was no naming process. И не было такого, как отдельного процесса ознакомления. When he started school, she spoke to the schools. Когда он пошел в школу, она говорила с школами. And she made a decision that she wasn't going to mirror the stigma in society. И она приняла такое решение, что она не будет именно, соответственно, действовать так, как принято с укладом в обществе. And that she was going to behave in the way that she wanted everyone else to behave to her child. И она решила вести себя так, как она хотела бы, чтобы каждый вел по отношению себя по отношению к ее ребенку. And you can see in this picture here where he's giving a presentation at the age of 13 on an international stage. И здесь вы видите, например, как вот ему 13 лет, он находится на международной сцене и он поведет презентацию. And I share this with you because this is a very personal approach. Я этим делюсь с вами, потому что это достаточно такой индивидуальный подход. But it shows that you can do this for a child. Но также это показывает о том, что и такое возможно с своим ребенком. And in some ways it may feel easier not to because she has had to fight a lot of the time. Но, опять же, иногда, может быть, кажется легче, наверное, этого не делать, потому что нужно очень много проходить, много борьбы, много преодолевать. If you ever have the privilege of meeting this young man, если вы когда-нибудь вам повезет и вы встретитесь, познакомитесь с этим молодым человеком, he's confident, he's happy. Он очень уверен в себе и он счастлив. And he will grow into adulthood and he will have a good life. И он вырастет, он станет взрослым, и у него будет хорошая жизнь. So let's consider what's changed since 1999. Давайте посмотрим, что же изменилось с 1999 года. For those of us that did have mobile phones, we had this beautiful little Nokia here. Из тех, у кого из нас были мобильные телефоны, мы пользовались вот такими красивыми Nokia. And in the realms of HIV treatment and care, и если говорить о ВИЧ, именно лечении, there was limited access to antiretroviral therapy. И тогда был очень ограниченный подход к антиретровиральной терапии. And also, thinking about what we're talking about in this webinar, если мы подумаем о том, посмотрим, о чем мы говорим вот сейчас на нашем вебинаре, the process of telling an adult that they had HIV was very different to what it is today. Даже процесс, когда взрослому человеку сообщали о том, что у него диагностировано заболевание ВИЧ, очень отличается от сегодняшнего подхода. You'd have pre-test counselling. Тогда была психологическая поддержка перед началом тестов. And post-test counselling. И психологическая поддержка после окончания теста. We come to 2019. На сегодняшний день мы в 2019 году. And this is the latest Nokia, the Nokia Curve. Это Nokia Curve, это самый последний Nokia. Which you can pull out of your pocket and go on Amazon. Вы можете вытащить его из кармана и включить Amazon. And you can order a home HIV testing kit. И вы можете заказать, это комплект для самодиагностики ВИЧ. Things have changed. Все меняется. We can test ourselves. Мы даже можем себя сейчас протестировать. And part of this change is to do with science and technology. Часть этого изменения связана, конечно, с наукой, технологией. Part of this change is because now HIV is a manageable health condition, so you're not telling someone they're going to die. Опять же, часть связана с тем, что на сегодняшний день это заболевание, которым люди живут, и нам не надо сообщать им, что да, вот вы знаете, вы умрете. Они могут жить долгие года с этим заболеванием. But part of this change is also it takes away some of the stigma and some of the fear. А также часть этого изменения связана с тем, что все-таки меняется мнение и отношение к этому. So isn't it time that globally we did this for children? И как раз вот не является ли это временем, что и во всем мире теперь сейчас изменить это и для детей? I just want to briefly talk about parental resistance. Теперь я хотела немножко поговорить о сопротивлении родительском. And just considering where this comes from with the parent.
И поговорить о том, откуда все-таки это появляется вот у родителей. For the majority of families, this isn't because the parent is a bad person. Для большинства родителей это, естественно, не связано с тем, что, например, родители, они плохие люди. It comes from a place of either protection or of fear. Это корни растут либо из желания охранить, либо из страха. So preserving childhood. Например, сохранить детство, охранить. Keeping the child away from stigma. Ребенка оберечь, чтобы он не подвергся этого стигме. Parents feeling guilty because maybe they've either exposed their child to this or they've transmitted HIV to their child. Опять же, когда родители чувствуют вину свою, возможно, когда ребенок родился и перенял это у них, либо из-за того, что это было, то есть их виной. Where there's been hospital transmission, perhaps a distrust in the healthcare system. Когда вот связано именно с больницами, когда нет доверия к системе здравоохранения. And I know in different regions of the world there's different levels of HIV denial. А также я знаю, что в разных регионах мира тоже разного уровня и существует такое отрицание ВИЧ. So these are our reasons for having open and honest conversations with children. А вот это причины, почему все-таки надо проводить такие открытые и честные беседы с ребенком. That we need to move from protecting children to building their resilience. Нам нужно двинуться вперед и от такого подхода, что вместо охраны ребенка все-таки ему помогать, чтобы он сопротивляемость свою, что он будет, должен увеличивать внутри себя, то есть взращивать свою сопротивляемость. And that this will help them be able to manage not developing self-stigma. И вот этот подход им конкретно поможет с тем, чтобы не развить вот такого отношения к себе, определенного такого предрасположения, именно стигмы такой по отношению к себе. And those parents that feel guilty, they need to know there is nothing to feel guilty about. Допустим, если родители есть, которые чувствуют вину какую-то, надо им донести, что нет причин чувствовать себя виноватым. Many of us will pass things on to our children that may impact on their health. Многие из нас при рождении ребенка передают свою генетику ребенку, и это, конечно, может влиять на ребенка здоровье. And we need to move from this to normalizing HIV. И от этого подхода нам нужно двигаться вперед и для нормализации уже существующего ВИЧ. Where there's been hospital transmission. Что касается госпиталей, and the parents are resistant to name HIV to their child. Тогда, когда родители сопротивляются, чтобы ознакомить ребенка с ВИЧ, it's our responsibility to build a relationship of trust with these parents. Это наша ответственность, чтобы именно отношения с родителями формировать и доверительные отношения и поддерживающие отношения. Of course they're not going to trust the system. Their child went into a hospital and came out with an infectious disease. Конечно, у них нет доверия системе, потому что если ребенок их попал в больницу, а потом вернулся домой уже и стал носителем ВИЧ. But so we need to develop that relationship with the parent and get them to trust us. Поэтому нужно развивать положительные отношения с родителями и прийти к тому, чтобы они начали нам доверять. And we need to consider the reasons why it's important to have open and honest conversations with a child in the family. И теперь говоря о том, почему это очень важно, когда с ребенком говорится открыто и честно в семье. Because the benefits are not just to the child. We're taking away the fear.
Потому что именно положительные стороны, они не только будут влиять на ребенка, не только для ребенка, но опять же страх пропадет, исчезнет. We're challenging the stigma within the family. Опять же, отношение всех членов семьи изменится. We know that better understanding means better acceptance and better adherence. Мы также знаем, что когда человек лучше понимает, он больше понимает, принимает он лучше, и потом у него вырабатывается лучшая приверженность. And we know that by doing this, we're going to build resilience within that child that they'll take forward into adulthood. И мы знаем о том, что когда ребенок, мы будем помогать ему развивать эту устойчивость, такую сопротивляемость внутренне негативного отношения, тогда это он в своей уже взрослой жизни научится управлять ВИЧ. And finally, подытоживая, one of the solutions to the challenges and barriers одно из решений вот именно проблемы барьеров is that we can decide that we're changing our practice. Мы можем просто принять такой новый подход, что мы меняем свои практики. So when a new family comes into a clinic, вот, например, когда новая семья только приходит поначалу в клинику, they're just told, this is the way we do it. We tell children about their diagnosis. This isn't... Это вот им уже сообщается. Вот вы знаете, у нас вот такой подход. Мы говорим детям о том, о их диагнозе. So we're moving from this is the way we've always done it. И, соответственно, мы меняем свои практики. Мы уходим уже от тех методов, которыми мы пользовались раньше. So this is the way we do it now. И теперь вот у нас новый метод, у нас такой подход принятый, и вот мы так делаем. The same way as you would prescribe the best antiretroviral therapy you can to a child. И, соответственно, также, что можно это сравнить с тем, что мы самую лучшую антивирусовую терапию предписываем ребенку. It's the same way in which you're going to name HIV to them at a young age because this is best practice. И, соответственно, и подтвержденный лучший подход тоже является таким, что надо говорить с ребенком о ВИЧ. I'm going to skip my last slide. А я теперь свой предпоследний слайд, я его пропущу. And I'm going to hand over to Amanda. И сейчас я передаю слово. Okay, good morning everybody. Передаю слово Аманде. Доброе утро всем. Okay, so I'm just going to talk through briefly a case which I worked on a couple of years ago around naming HIV to a young child. Я хотела бы поделиться с вами конкретным примером, над которым я работала несколько лет тому назад, и как происходит процесс ознакомления ребенка с ВИЧ. And I'm going to use the case to just highlight some of the key issues which Magda raised. Я вот использую этот конкретный пример, чтобы подчеркнуть вот эти именно основные проблемы, которые возникают. Вот Магда о них уже говорила. Some of the barriers that were presented. Барьеры, которые тоже появились. And how we managed to work through them. И как у нас получилось работать и преодолевать. So, this is a case about a young girl we'll call Layla. Это девочка, которую звали Лейла. She's at the time she was 9 years old. Которая зовут Лейла, и на тот момент ей было 9 лет. She lived just with her mum. Она проживала только с мамой. Her dad had died when she was about 2. Отец умер тогда, когда ей было 2 года. And the family had only been in the UK about 3 years at that time. На тот момент семья проживала в Великобритании только 3-й год. And Layla did not know the name of her virus. И Лейла не знала имени, названия этого вируса, своего вируса. Layla did know that she took medicine because she had a problem with her health. Лейла знала, что она принимает медикаменты, потому что есть проблемы со здоровьем. And Layla also knew that her mum did take some medicine as well. И также Лейла знала, что мама тоже принимает медикаменты. But she didn't have any more information Но than больше that. информации не было у нее. So the family support system at that time consisted of mum and Layla,
See the picture there? Видите маленькую здесь фотографию. Там именно конкретно система поддержки Лейлы. Это вот была мама. The health team. И теперь команда лечащих врачей. And grandma who lived in another country. И бабушка, которая проживала в другой стране. But who did know about Layla and her mum having HIV. Но она знала о том, что и у мамы, и у Лейлы ВИЧ. Sorry, I'm just trying to move the slide. Okay. So, the clinic got in contact with Chiba and they asked us to support Mum to tell Layla's school about Layla's HIV because Layla was due to go on a school trip. И клиника попросила поддержки о том, чтобы связалась, попросила поддержки о том, как рассказать Лейле о ВИЧ, потому что это было связано с школьной поездкой. So Layla's mum wanted to be able to go on the school journey, but was worried about how she would be supported with her medicine, and had decided that the best thing was she was happy for one teacher in the school to be told that Layla had HIV and that she needed medicine. И, соответственно, мама хотела, чтобы она поехала в эту поездку. И надо было решить вопрос, как же быть с медикаментами. И пришло решение, что из всех учителей мама согласна была, чтобы узнал об этом один преподаватель, и который бы помог Лейле в поездке и с принятием медикаментов. So I made contact with Mum. Таким образом, я связалась с мамой. And building some relationship with her on the telephone, talking to her about what was happening with Layla and the school. I asked the question very early on, have you thought about telling Layla about her HIV? И я начала с телефонного разговора, наши отношения развивались именно с телефонного разговора, и я спрашивала о том, как все проходит, как Лейла в школе. И в конце я все подвела к тому, чтобы спросить у мамы, думала ли мама о том, что, может быть, стоит Лейле сказать. And I did this because it hadn't been mentioned. It hadn't been mentioned by Mum and it hadn't been mentioned by the health team. Я это сделала, задала этот вопрос. Почему? Потому что это нигде не об этом нигде не говорилось, ни команда медицинских врачей об этом не упоминала, ни мама об этом не упоминала. And it's important for professionals to initiate these conversations about naming HIV to children. И очень важно тоже, что когда специалисты именно они начинают этот разговор с родителями о том, да, вот как сказать ребенку. So how did Mum respond? То есть как мама ответила? So Mum said to me, she's too young, she won't understand. Мама мне сказала, она слишком еще юная, она не поймет. I don't know how to answer her questions. Я не знаю, как ответить на ее вопросы. And very revealingly, she said, well, the clinic haven't told me that it's time to tell her yet. И также очень между слов она мне сказала о том, что но клиника не сказала, что пришло уже время ей говорить об этом. And what this indicated to me is that this mum, and this is very typical, this mum was very much reliant on the clinic team, the doctor and the nurses that saw her daughter. И что мне это показало, что во всей этой ситуации мама очень полагалась именно на медицинский персонал, на тех, кто участвовал в лечении дочери, на доктора, на врачей, на медсестер. She was very reliant on them to advise and for them to be the experts. Она на них полагалась, на их советы и то, что они эксперты в этом. Which is typical. This is why we seek professional help, because we want their expertise and their guidance. И это очень типично, потому что вот именно поэтому мы и обращаемся к специалистам о помощи, мы хотим узнать о том, о их практиках, о их экспертизе. But importantly, what this mum was also very worried about is how she would manage doing this by herself. She felt very alone in this situation, and she didn't know who would be able to support her. И в этой ситуации еще мама очень переживала сильно, что как она одна в этой ситуации сможет
быть в этой ситуации, она чувствовала себя очень одинокой в этом вопросе. И кто поможет, кто поддержит? So what we can see from just thinking about how this mum responded and her concerns, that she had a lot of her own needs which needed to be understood. И что из этой ситуации, что мы видим, что сама мама, у нее тоже очень много было своих потребностей, и которые тоже должны быть поняты, приняты. And I think that acknowledging parent and carer fears and concerns is very important in naming work. Я думаю, тоже очень важно признать вот именно это страхи и проблемы, которые связаны есть у родителей или у опекунов. And that many parents are going to need some time to explore these fears and concerns. И многим родителям нужно будет дополнительное время, чтобы понять и вот именно свои вот эти проблемы и страхи. So in this case, this mum was in another part of the country to where I was based, so we had several telephone conversations. В этом случае мама находилась в другой части страны, не там, где я находилась, и у нас было несколько телефонных разговоров, Which were in effect therapeutic conversations, которые имели такой терапевтический эффект. encouraging her to be open and honest. И это чтобы ее поддержать, и чтобы она была честной, открытой. About what her fears were about. Говоря уже о своих страхах. And through those conversations we realised that Mum had not fully processed her own experience of HIV and what it had meant in her life. И вот благодаря этим таким разговорам мы поняли о том, что мама сама не полностью осознала свой опыт и что связано с ВИЧ в ее жизни. And what we also did in those conversations is used, I've called them what if questions, but to try and help this mum prepare for what might happen if Layla were to know the name of her virus and to have HIV openly discussed in the family. И в этом случае тоже очень важно, что когда я называю эти вопросы, а что если? Что будет, если? И очень важно было поговорить о том, что, например, предположить любые варианты развития событий, когда Лейла узнает, какие возможные варианты в семье. And I think what if questions can be very helpful to think ahead. Well, what is likely to happen? What do we think could happen? Я думаю, что вот эти вопросы, что если, они очень достаточно во многом помогают, когда мы заранее продумываем и предполагаем, и как бы уже проекция создается на то, что может в реальной жизни произойти. So again, it's allowing the parent to think openly and explore their fears. И это также помогает родителям думать открыто и даже как бы узнать свои страхи, свои отношения. And start to think how they may overcome some of those fears. И начать думать о том, как же бороться с этими страхами. So at this point in naming work, you can see we're not really thinking about, the conversations that we're going to have with the child. Вот что вы видите уже этот процесс ознакомления. Тут мы не столько сейчас фокусируемся на том, как мы будем говорить с ребенком. We're focused very much on empowerment of parents. И мы говорим достаточно больше о использовании своих возможностей самими родителями. And it's also about taking a very individual approach. А также это тоже многое из этого связано с тем, что именно найти свой индивидуальный подход. This is the kind of work and support and preparation that this parent needed. И, например, как в этой ситуации, вот именно такой подготовительной работы, такой поддержки это было необходимо для именно конкретно этого родителя. And other parents may not need as much, or they may need more.
preparation and support. Например, кто-то из другие родители, они, возможно, не надо будет столько ни поддержки, ни предварительной такой работы, а другим родителям, например, еще больше надо будет оказать. But the key focus here is on empowerment. Но самое главное, и фокусируемся здесь на расширении прав и возможностей. For this parent, feeling that she was in control was very important. Для этой мамы чувствовать, что она контролирует все, было очень важно. She had experienced a lot of traumatic events in her life. В своей жизни она испытала очень много таких ситуаций, когда она была травматические, такие тяжелые переживания. She was relatively recently arrived in the country and she had very limited social support. Она совсем недавно сравнительно приехала в эту страну, и на тот момент у нее очень была ограниченная поддержка. Now, the professional in this situation can provide a lot of the reassurance that parents will be looking for. And in this case, the reassurance about the benefits of Layla knowing her HIV. И специалисты, они в данном случае могут оказать большую поддержку, и именно в том, что очень много положительного и очень много пользы получит ребенок, когда ознакомится с ВИЧ. So here, this meant drawing on our knowledge of other children, because in an individual family, the parents only have the experience of their child. But when you're a professional, you have the experience that you can draw on from lots of other children. И в этой ситуации поделиться своим опытом в этом подходе к этому процессу, когда у специалиста будет большой опыт в этом, у него будет очень много пройдено, и он будет знать, как ознакомиться с другими семьями, как проходили это в семьях, а конкретный родитель, у него очень ограниченное поле действия, у него только знание о себе и ребенке. So I was able to talk about all the other children that we've worked with who've known about their HIV from a young age and how beneficial this has been to them. И я смогла говорить тогда о том, что я работала с большим количеством молодых семей и детей, и которые с детства уже были ознакомлены с своим диагнозом, и насколько это положительно, и сколько пользы это им принесло. And I was also able to talk about how Layla knowing about her HIV would mean she could then access directly support herself and meet some of these other children living with HIV. И также особенно подчеркнуть, что в данном же возрасте, если Лейла будет знать о своем заболевании, она сможет сама получить возможность и использовать всю поддержку, всю помощь самостоятельно. We also were able to acknowledge the extent of stress and anxiety that withholding HIV information from Layla was creating for this mum and in her relationship with her child. Также мы тоже пришли к выводу, что утаивание ВИЧ мамы от Лейлы, оно создавало большое количество и беспокойств, и страхов в отношениях, и Лейла испытывала это, и мама. So mum found it very stressful managing her questions. Layla would ask, why do I take medicine and none of my friends take medicine? Например, мама очень себя беспокойно или вызывала у нее стресс, когда Лейла, например, задавала ей вопросы. Почему я должна принимать медикаменты? Вот мои, допустим, одногодки никто же не принимает. Taking her to hospital and worrying that information could be around that she could read about HIV. Также, например, визиты в госпиталь, и когда вокруг тоже много информации, например, вдруг она где-то прочитает про ВИЧ. So when trying to sort of help a parent to understand the benefits to telling a child about their HIV, it's also helping them recognize just how difficult withholding HIV information is. Когда мы пытаемся помочь родителям осознать, что очень много положительных пользы и положительной и пользы для ребенка, если он будет знать о своем заболевании,
тут очень важно тоже осознать, насколько много негатива и ущерба, можно сказать, наносит тот процесс, когда не знает ребенок. How much stress and anxiety it creates. Насколько это создает большое количество стресса и беспокойства. And we also spent time talking about, what was important to mum for her relationship with her child. Также мы провели время, говоря о том, что было важно для мамы в ее отношениях с ребенком. And to think about the future. What did she want for Layla when she was older? How did she want her to be living and feeling about the fact that she would have HIV for her life? И разговор о будущем Лейлы, что мама хотела бы, что для нее в будущем, как она видит ее будущее и как будет Лейла жить жизнь свою, зная, что это заболевание, она будет с ним жить всю жизнь. And in thinking about the future, we were able to create a space to understand the perspective of the child. И когда мы говорили о будущем, тогда у нас получилось, что создать вот такое место, когда мы говорили о будущем для перспективы будущего для ребенка. What's Layla likely to be feeling now with all these unanswered questions about her health? А также, как Лейла, возможно, себя чувствует на данный момент, когда у нее столько неотвеченных вопросов касательных ее здоровья. And how we could best get her to that future place that her mum wanted her to be in. И как лучше всего помочь дойти до того места в будущем, где мама ее видит, какой она хотела бы ее видеть. As with most parents, Layla's mum talked about not wanting HIV to hold her back, wanting her to be able to fulfill everything that she wanted to in her life, and that HIV shouldn't change that. И как многие родители, мама Лейлы тоже говорила о том, что она хочет, чтобы Лейла себя полностью реализовала, чтобы ВИЧ никаким образом не влиял на ее возможность самореализации и познания и жизни. Okay, so Mum agrees that we can tell Layla about her HIV. И тут мама соглашается, да, что мы можем сказать Лейле о ВИЧ. And again, thinking about the empowerment that's important here. For this mum, as I've said, it was important for her that she felt in control. И тоже учитывая то, что именно реализация своих прав и возможностей для мамы, очень важно было для нее, это что она чувствовала, что она держит все под контролем. And what she hadn't really realized was that this was something she could make a decision about. И чего она не знала на тот момент, что это тема, что она могла сама принимать решения в этом вопросе. And she decided for her it would be better that it happened at home, and that Layla was told her HIV at home. И она решила, что лучше всего, если она расскажет Лейле об этом дома. И поэтому она сказала дома. And she said she wanted some support to tell her. Она сказала, что ей нужна поддержка, чтобы подготовиться к этому разговору. So we agreed that I would visit the home when Layla got home from school. Мы договорились, что я приду к ним домой, тогда, когда Лейла придет из школы. And that I would bring resources. Я привезу ресурсы. And we made a plan. И мы составили план. And we agreed, because Mum wanted to actually say the words, Layla, the name of your virus is HIV. И мы в этом плане мы именно проработали все настолько, что мама хотела произнести эти слова, что да, Лейла, вирус твой называется ВИЧ. And that I would do the support around explaining what that meant. А моя роль была в том, что я должна была рассказать, что это означает, и вот такую поддержку провести. So remember your resources. If you came on our training course previously, you'll remember that we had you all making resources that could be used to help explain HIV to a child. И помните о ресурсах. Те из вас тоже приходили на курсы, вы помните о том, что мы говорили, что очень можно делать самостоятельно эти ресурсы, изготавливать для того, чтобы пояснить потом ребенку. That these need to be engaging and interactive. И такие ресурсы, чтобы интересно было это делать, и такое что-то интерактивное. So this was a 9-year-old child, and we used these cut-out resources very much in a kind of game, like a sort of play-based activity.
Так как девочке было 9 лет, мы использовали вот эти вырезки такие, и как бы вот у нас состоялся такой игровой подход к этому. So what was really important, and what Mum and I spoke about before my visit, was making sure that this wasn't a stressful conversation, it wasn't an upsetting conversation, it was simply going to be giving Layla some important health information. И из наших предыдущих разговоров было очень важно, что вот этот разговор, мы с мамой пришли к такому заключению, что он не должен быть ни в коем случае каким-то вызывающим стресс, каким-то очень огорчающим, и что это просто передача информации в положительном, с помощью положительных методов. So no fear-based language, no talk of baddies or a war being fought in your blood. Никаких таких вот, не было использовано языка какого-то, который может вызывать страх, каких-то слов отдельных таких не использовано, никаких примеров, аналогий не было приведено с тем, что, например, в твоей крови там какая-то борьба, не было использовано слов про войну, там злодеи, ничего такого. Simple, accurate medical language to explain terms. Был использован очень простой медицинский язык, чтобы пояснить терминологию. And we did tell Layla that Mummy had the same virus as her. Мы также сказали Лейле, что у мамы тоже такой же вирус. And, you know, remembering some of our key points around communication, reflecting back to the child, what did you understand? You show me now how the HIV virus works in your blood. И также, помните, об этапах, мы раньше говорили именно такого разговора с ребенком, когда мы говорим о том, что как ты понял то, что я тебе рассказал. То есть вот теперь покажи мне, как вот, допустим, вирус в твоей крови действует. So this explanation conversation took place in a home visit that was approximately an hour and a half. И это все пояснение прошло дома, когда я пришла с визитом, и продолжалось примерно 1,5 часа. And I left Layla with a little notebook and said that any thoughts or any questions she had once I left, she could put down in that notebook to show me next time I came. И также я оставила Лейле такую записную книжку небольшую и сказала ей, что если какие-то вопросы у тебя будут возникать, записывай, пожалуйста, в эту книжку, и когда в следующий раз приду, я тебе отвечу. And 2 days later, I called Mum to see how she was doing. Через 2 дня я позвонила маме узнать, как она себя чувствует. And 2 weeks later, I followed up with another visit to the home. И через 2 недели я пришла с визитом домой. And that continuity was very important to make sure that Mum felt supported. И вот эта продолжительная поддержка, она была очень важна, чтобы мама чувствовала, что она имеет вот эту поддержку. So in the follow-up visit, it was important to see what did Layla remember from 2 weeks previous. В последующих визитах очень было важно узнать, что Лейла помнила после нашего визита. And she remembered quite a lot, and she decided that she wanted us to do a play about HIV now in her living room. Также она помнила очень много, оказалось, и что она решила, что даже она в ее комнате захочет разыграть игру, такую пьесу, связанную с ВИЧ. So that's what we did. Так мы и сделали. So you can see now, you know, from starting off from an approach which was about empowering her mum, we're now doing work that's very child-centered, and it's being led by what the child is saying they need and want. И как вы видите в этой работе, которая проведена в первую очередь для того, чтобы создать эти возможности для реализации для мамы, в итоге это все сфокусировалось на ребенке, и она получила понимание того, что есть, что ситуации. And I asked Layla what questions she had. Я спросила ее, какие у тебя вопросы есть. And she's quite a smart little girl, and she wanted to know how she had got the virus, and she wanted to understand why her dad had died, because she'd never fully understood why he'd died. И у нее были вопросы, связанные с тем, она хотела знать, как именно она получила этот вирус, и второй момент о том, как же умер ее отец, потому что у нее никогда не было информации полной о том, как. So what you can see just from this short example is how naming HIV to this child was actually enabling her to process her own life story. И также вы видите, что из этой короткой презентации о том, что
именно рассказ о ВИЧ ей помог на столько вопросов ответить из ее собственной жизни. And key events in her family. И такие главные моменты жизни ее семьи. And just this image here really just illustrates what the family support system looked like after Layla had been told about her HIV. Это сейчас картинки, они показывают о том, как выглядит система поддержки семьи после того, как Лейла узнала о ВИЧ. So Layla's school were told in preparation for the school trip. В школе сообщили перед тем, как прошла эта поездка. Managed carefully with confidentiality agreements to be clear, only certain individuals had permission to know. И, соответственно, это было все сделано очень аккуратно, и мы использовали соглашения конфиденциальные, когда только несколько человек знало. But Layla had a named person in that school that she could go to at any time she wanted to talk about things that might be worrying her. После этого Лейла был человек уже новый человек в школе, к которому она могла идти в любой момент, поговорить об этом, о любых вопросах, которые ее которые есть у нее. Because Layla knew about her HIV, she could join a Chiva peer support group. Так как Лейла знала о ВИЧ, она уже могла принимать участие в группах ЧИВа. And within 3 or 4 months of her knowing about her HIV, she was able to attend a day meet-up event and meet other children of her own age. А также после 3-4 месяцев, после того, как она уже узнала об этом, она приехала на такое собрание, где были многие дети в ее возрасте, тоже у которых с такими же потребностями. And because the bottom hadn't fallen out of the world for Layla's mum when she told her, то есть жизнь не перевернулась для мамы после того, как она сказала. And she realized actually maybe it is okay to speak about HIV. И она тоже сама поняла для себя, что да, наверное, все-таки это хорошо говорить о ВИЧ. Within 6 months, Layla's mum had decided to tell her best friend. Через 6 месяцев мама Лейлы решила рассказать своему лучшему другу. And this best friend became a really key support for not just Layla's mum, but also for Layla. И вот этот лучший друг, он в итоге оказался большую помощь и поддержку стал оказывать не только для мамы, но и для Лейлы. And because Mum had started to have the experience of talking openly about HIV with a professional, так как у мамы уже появился опыт говорить открыто о ВИЧ со специалистами, then with her daughter, потом с дочкой, she then started using the support of her mum much more. И, соответственно, она использовала больше поддержки матери. So just to summarize, we're talking about naming work, which we would argue is the responsibility of professionals to initiate. Мы говорим сейчас о процессе ознакомления и что инициатива должна исходить от специалистов. That a family-based approach is needed to understand exactly how HIV is being managed in that individual family. И должен быть такой отдельный семейный подход каждой семьи, чтобы понять, как они внутри семьи относятся к каким отношениям у них ВИЧ. That naming work is therapeutic work. Именно такой подход, он очень терапевтический. Because it's going to bring up difficult feelings and emotions and fears that need to be worked through. Потому что он поднимает вот эти самые сложные чувства, страхи и беспокойства, над которым над всем этим надо работать. That it's important to empower parents and carers in this process. И в этом процессе очень важно показать и дать эти возможности для родителей или для опекунов. And naming work is focused on relationships because telling a child about their HIV does not mean there's one conversation. И этот процесс, он как бы инициируется, продолжается потом, потому что ознакомление ребенка с ВИЧ, это значит уже продолжение поддержки. But that you're encouraging an ongoing openness in that family that means HIV can be talked about freely and openly. И таким образом вы поддерживаете открытый подход, и в разговорах семья начинает об этом говорить, и они меняют свое отношение к этому. Naming work helps to tackle HIV stigma, and particularly how families can be experiencing stigma within the family. Работа с ознакомлением, она также меняет такое семейную стигму, семейное отношение и к этому заболеванию.
And that it helps to build resilience and develop self-care skills. И также это помогает развить навыки устойчивости и самообслуживания в связи связанного с заболеванием. So that's the end of the presentations. I'm sorry the time is a little bit late, and I don't know if anybody has been sending any questions. Это конец уже нашей презентации. Извините, пожалуйста, немножко по времени мы много времени заняли. Может, какие-то вопросы я хотела посмотреть, есть ли. They just don't want to create like a trauma to the parents. There is another one more below. Yes, was it? Девочка, со словами считает, что сердце у нее здоровое. So the child, after mom said, thinks that she has a healthy heart. Что сердце у нее healthy heart, and she doesn't want to take any medications, and she takes them irregularly. So mom told her that she has a healthy heart. Yeah, сердце у нее здоровое. I don't understand what the question is. So maybe should we ask them who it is, so they could clarify what their question is? А вот есть вопрос такой: девочка со слов мамы считает, что сердце у нее здоровое и препараты пить не хочет. И пьет непостоянно. Вот вы не могли бы немножко пояснить, именно что сердце здоровое в данном случае? So mom says that she gives her medication without packages, and they are right. So now is it the same person? Yeah, this person, and so without packages, and it's oh sorry, oh where is it? So it's like about this girl. So she said that it's a heart condition. Up here. And then that one? Yeah. That one. So mom said that she gives her medications without packages, which they prescribed by the cardiologist from the childhood. Oh, no, that's right to the top, isn't it? Let's go down. So mom comes to collect the medications herself. It's about 12 o'clock, I think. That one? No. Child is a 15 years old. Mom disagrees to explain that the diagnosis to the child. Is there like article which could be used as a base for the doctor to give the diagnosis to the child without consent of the parents? And what the age they can actually... But it depends on the country, because in Kazakhstan there isn't. Это зависит все от страны, и потому что, допустим, в Казахстане там нету такого. Yeah, I mean it's very difficult because we're just responding to the question here, which asked whether there is something which a doctor can use to enforce their right to tell a child about their HIV when the child is 15 and the parent refuses. Мы говорим тогда сейчас о вопросе, когда 15 лет ребенку и родители против того, чтобы сообщить, может ли доктор использовать какое-то основание, может быть ли какой-то закон, чтобы именно сказать ребенку без согласия родителей. I mean, we're not in a position to give advice on the legal context in each country because it will always be different. Мы как бы не являемся в позиции, чтобы им давать советы по правовой стороне, потому что в каждой стране это будет разный подход. And access to healthcare, independently for children is going to be different in different
country's legislation. И также в разных странах правовой подход разный к тому, когда ребенок в каком возрасте может уже самостоятельно подходить и получать обслуживание медицинское. Yeah, in UK law we do have legislation which gives healthcare professionals the right to treat children without their parents' knowledge or consent when the child is deemed to be competent. У нас вот в Великобритании есть такие законы, которые дают основание врачу оказывать непосредственно прямое лечение и ребенку тогда, как, без согласия родителей, когда они видят, что ребенок, он предполагается, что он competent, он достаточно компетентен. But what we've tried to sort of illustrate through this webinar and within our training course is that really it's about how you work with resistance, because if a parent is resistant, you know, sort of putting the law in front of them isn't necessarily the most straightforward way of of working through those barriers. Мы говорим вот в этом вебинаре, цель основная, чтобы говорить именно о сопротивлении, как с этим сопротивлением родительским работать, потому что даже если законы какие-то издать, это не является однозначным решением, что все барьеры сразу уйдут. And if we think about, you know, trying to understand what the perspective of that parent is and giving some space to that parent to explore what their fears are. Но в данном случае такой подход, чтобы постараться понять, чем руководствуется родитель, и дать им возможность именно даже свои страхи познать. You know, we can often have successes that even at the beginning we may not have thought were possible, but this is therapeutic work. It's about creating change. И, возможно, порой бывают такие, можно достичь таких больших успехов, которые мы даже не предполагали, что может такое достичь в начале. Потому что такой подход, он является терапевтическим, он очень многое может изменить. So that child, which is mentioned before, they live in not in a town, village, and mom comes herself to collect the medication without child present, and they separately they give blood, so child has no contact with the professionals, as much as I understood. So there's a child that's being treated for HIV, but the child doesn't have contact with the professionals? Вот у вас там вопрос был, что у ребенка проходит лечение ВИЧ, но мама как бы сам под контролем все держит, и нет у него контакта непосредственно с специалистами, да? This is, they're just saying thank you and all the best for everybody. Yeah. I mean, the point that was raised about a child being treated without any contact, if we've understood that question correctly, I would say that the key work there is to build the contact and the relationship with the child, because it's about child-centered practice, and that must be the priority, I would say, that, you know, whatever is needed to ensure that that child is seen in clinic or home visits are made to that child. Вот когда там вот момент был такой о том, что, возможно, мать ограничивает какой-то контакт, или она сама в основном держит все под контролем, и медикаменты, и таким образом подход должен быть больше такой, сфокусироваться на ребенке, чтобы были инициированы визиты ребенка в клинику, чтобы контакты и домашние визиты тоже происходили. It's emphasizing, you know, in this work we talk an awful lot about relationships, and relationships are really critical, but they're also, you know, central to the healthcare that you're trying to provide. It's about a relationship that you can establish with that child as your patient, and also with their family. И в данном случае это такое критическое, насколько вы можете именно отношения как пациента и специалиста сформировать с ребенком и с семьей. She isolates from she puts the boundaries for specialist contact with the child.
So this case where the parent is saying that the child cannot be seen in clinic. I mean, my thoughts are this is a child protection concern. If the child is not being allowed to access the healthcare that they need, then this is a child protection concern in terms of risk of harm. Допустим, вот это вот случай, когда ребенок, мать ограничивает контакты, это, возможно, уже другого уровня проблема, когда права нарушаются ребенка, это уже, может быть, как бы социальная служба должна поднять такой вопрос до уровня социальных служб, о том, что не нарушаются ли права ребенка в данном случае. Shall we ask them what they want the next time? So we have a third webinar which is planned. I'll give you the date reminder in a sec, but it would be really helpful to understand from you what topics are most important for you, and what would be most helpful. The next webinar is scheduled for the 20th of March. У нас есть еще следующие вебинары, дата это 20 марта, и я бы хотела тоже понять, чтобы какие-то темы, которые вы считаете для вас были бы самые, вам больше всего могли бы помочь вам, может быть, какие-то идеи вы бы сообщили. So you could either share some thoughts very quickly now in the chat facility, or you could email them in afterwards. But we would really appreciate knowing from you what you would most like for that last webinar. Нам бы очень были бы благодарны to continue the same topic. Мы бы очень благодарны были, если бы вы могли узнать, что бы вы хотели дополнительно, еще последующие. Can they send us more detail? Can they send us more detailed cases? Because we can then look at the individual cases rather than presenting our own. Может быть, вы могли бы нам прислать конкретные описание конкретных ситуаций, потому что тогда бы мы вам не рассказывали о своих, но мы могли бы разобрать детально ваши ситуации. So we can just put our email addresses in. Я могу вот сейчас свой адрес электронный пишу. Yes, we can, yes. Just tell them to send us as much detail as possible. Прошу, пожалуйста, пришлите нам как можно больше детальные описания. And then we can look at those. And for them to send it this week. Well, могли бы in the next week. Вот в этой неделе, в следующей неделе прислать нам эти. They said that they're gonna try to work with social child protection. Yeah. Magda and Amanda, thank you for webinar. So that previous message said that the mom, the child is seen by infectious disease specialist, and this specialist is aware that the mom doesn't know the child genetic. Right. Oh, it's 20 past. Okay, we need to finish now, but thank you very much to everybody who took part, and we hope that it's been useful. Do feel free to email in any comments, but also cases for the next webinar if you would like to continue looking at naming work or any other issues with your cases. Мы должны заканчивать, и мы благодарны за ваше внимание, и мы надеемся, что мы уже видели вашу благодарность, что это полезная информация, и надеемся, что вы нам пришлете дополнительные какие-то именно конкретные примеры, чтобы мы могли вам поработать над ними и использовать их в следующем вебинаре. Спасибо. Пока. Пока. Пока.